Друзья, мы работаем, мастер-класс проходит в местечке на Сицилии, в местечке деревни Марцамеми. Это на юг, южная точка Сицилии, примерно в 1,5 часах от Катании. Рыбацкая деревня, совершенно чудные места, я бы здесь работал долго. Но во вторник я улетаю в Москву. И 28 числа, в субботу, я проведу мастер-класс в арт-пространстве «Коробка». Сейчас там проходит выставка «Современный русский импрессионизм». Заходите на выставку, вы увидите много очень хороших работ. Я тоже участвую. Работали целый день. К нам едет Раушан, летит на самолете. Лена Ушакова поехала ее встречать. Кстати, вы можете тоже прилететь сегодня или завтра, и мы поработаем с вами до понедельника. Несколько вопросов. Вы, Слава, пишете работы малых форматов пастозно, большими кистями и мастихином. Но в мелких деталях в одном мазке есть вариация тона. Это достигается тем, что краска набирается на кисть из разных замесов, или просто учитывается тон предыдущего слоя. Учитывается и тон предыдущего слоя, но больше внимания я уделяю тому, какой нужно положить мазок, в тоне, чтобы он был точен. Поэтому в разные краски макаю кисточку. Ее должно быть много. Вот если мало, если жмотство внутри на тему краски, у меня такое было, то вы не достигаете нужного результата. И лучше в цветах делать такие мощные акценты, а в тенях делать попроще. Если же мы везде пытаемся набрать красоту, на мой взгляд, это перебор. Мне интересно, когда в работе есть сочетание простоты, тишины, промежутка, с каким-то разговором, с каким-то рассказом. Вот мы же не все время говорим без знаков препинания. Заметьте, пауза была. Еще одна. Вот эти паузы в живописи очень важны. Как, собственно, в музыке, в поэзии. Вот переход на новую строку. Или мысль какая-то заканчивается, там, месяц на небе. Пауза, пробел, несколько пробелов. И так далее. Луна. Куда смотреть, на палец или на Луну, да? Однажды в парке я видел 2 девушек, пишущих картины. Они уже заканчивали работы. Одна была лучше другой. Я долго стояла, наблюдая за ними. Но так и не решил спросить, можно ли их приобрести, о чем жалею до сих пор. Я рисую сама, но иногда покупаю чужие работы, если очень нравится. И для меня проблема, можно ли разлучать молодого автора с его работой, если получился шедевр. Я думаю, каждый художник будет только рад, что вы предложите купить его работу. Потому что, во-первых, это знак признания, что то, что он делает, нравится. И для художника это новый стимул дальше писать, и писать мощно, еще с большим энтузиазмом. Например, мой знакомый Майкл из Англии, он приезжал ко мне на несколько классов, он пишет часто в Венеции, у него там, по-моему, даже галерея есть. И он раздает визитки людям, потому что, прохожие хотят купить, нельзя в Венеции так вот сразу продавать. Он раздает визитки, а потом продает. Для художника это часто единственный способ заработать, поэтому покупайте работы художников. Это очень хороший обмен. Он закладывает свою энергию в работу. Вы будете ей питаться всю жизнь, а для него это способ для существования, купить краски и так далее. Просто это заработок. Единственное, что бывают такие художники, чьи работы, даже маленькие, крохотные, стоят очень дорого. И просто научитесь различать. И не будьте ошарашены, если он скажет какую-то цену такую небесную, покажущуюся вам. Я помню, как-то
давно уже писал в Ялте, и долго стояла девушка, пока я работал, час примерно над работой. И она, стесняясь, подошла и спросила. Она начала так. Тогда еще была Украина в Ялте, и она сказала, наверное, эта работа, она сказала, стоит 25 гривен. Это было существенно, видимо, для нее, потому что я сказал, что если я учесть, что я только недавно покушал на 50 гривен, то я не заработал даже на половину обеда. Многие покупатели не учитывают, что стоимость работы – это не просто краски и холст или потраченное время, которое вот час тратит художник. Это вся жизнь, сконцентрированная в эти полчаса, в этот час, который он работает. Это куча ошибок, тонны краски, испорченных холстов, плохое настроение и так далее. Все, что связано с тем приобретением мастерства. И поэтому, конечно, некоторые работы стоят приличных денег. Вы платите за качество. Это энергия, кристаллизованная в холсте мастера. Джулия Рули. Вячеслав, скажите, пожалуйста, планируете ли вы в следующем году мастер-классы в Краснодарском крае? Очень хотелось бы, чтобы вы сюда приехали. Пока не могу планировать. У меня не такие далеко идущие планы. Я могу сказать, что будет мастер-класс в январе после Нового года, в период каникул на Академичке. Потом мы собираемся с Леной Ушаковой сделать класс в Узбекистане, там, где Бухара, изумрудные купола и еще какие-то места. Она сказала, что прямо она разработает маршрут, я тогда вас познакомлю. Видимо, это будет в феврале. И потом в апреле класс в Швейцарии. Ну и потом, естественно, лаванда в июне, в конце июня во Франции. Вот примерно такой распорядок. Что касается Краснодарского края, я надеюсь, что я появлюсь, как небеса разрулят, Джулия Рули, на тему вообще лето. Я вам сообщу попозже. Может быть, в Гурзуфе проведем еще встречу. Но я не хочу, чтобы эти классы были так часты, потому что мне больше хочется писать, чем подсвечивать вам буду. Вечер тает. Чем проводить класс. Все-таки я ощущаю себя больше художником, чем преподавателем. Это важно, потому что может потеряться квалификация, если ты больше преподаешь и мало пишешь. Поэтому прошу меня правильно понять. Слава Фантоцио приветствует тебя из Юрмалы. Привет, Фантоцио. Писал ли ты собак и вообще животных? Ну, курочек, кошек писал. У меня были ролики, где я вставлял эти работы. Так что собак пока не приходилось. Напишите, чем обусловлен ваш вопрос. Видимо, у вас собака есть. Напишите ее, выкладывайте. У нас же в Телеграме есть Шараш-монтаж банда. И туда, пожалуйста, там все тусуются, общаются и делятся, работы свои выкладывают, и общение происходит. Мастихин. Можно ли написать чувства, впечатление, состояние и дух того места, тем более живописно, если соблюдать тональность, теплохолодность, но не целостно, а простым набором пятен и пятнышек или вещей, или отдельных деревьев, лодок, кустов, стен и так далее. Как писать живописно чувства и впечатления от конкретного места. Вот этим мы и занимаемся на класс. Неужели только соблюдая и придумывая тон не придумывается, он просто метод сравнения. Вот моя футболка светлее, чем небо. Вот и что тут придумывать? И температура цвета, и больше ничего не надо. Да, ничего не надо. Если вы в тоне все раскладываете на составные, что теплее, что холоднее, что темнее, что светлее, и композиционно это все выкладываете в пятен, держа рисунок внутри, чтобы это не была голова, например, там, коровы или гиппопотама, а чтобы все-таки человек узнавался, но по пятну. Пятно заложили, но рисунок вы надо с рисунком, естественно, поработать. Вы кладете мазки
Вы пишете форму, пишете красками форму. Вот и все, что нужно делать. Ну, естественно, сравнивая. Ну, там, крышка компьютера с водой. Холодное с холодным сравнивайте, теплое с теплым. Что светлее, что темнее. Все, больше ничего не надо. Этого достаточно. А другое дело выстроить грамотно композицию, гармонично. Но на это надо потратить, может быть, всю жизнь, чтобы хотя бы одна работа получилась, чтобы вы были прям сильно, шедеврально довольны. Ну, это труд. Вера Бруст или Браст. Очевидно, что работа с обнаженными моделями деформирует психику художника. На меня намекает Вера. Вот похоть называется любовью. То есть каждый видит то, что видит. Она увидела, Вера, вы увидели в моих работах похоть. И думаете, что я это выдал за любовь. Ну что тут скажешь? Ничего не сказала рыбка. Хвостиком вильнула и пошла в другой кабинет, где собираются такие же люди, которые в обнаженном, например, теле девушки или юноши не видят похоти, а видят нечто высокое, созданное Богом. Вот мы появились на земле на какое-то мгновение с точки зрения вечности. И вы думаете, для вечности важно, что там болтается у кого между ног или не болтается? Может быть, что-то другое вечность, ну, в кавычках, хочет от нас. Она, конечно, ничего не хочет. Но мы-то для чего-то существуем, наверное, не только для того, чтобы делать фукать при виде обнаженного тела человека. Микеланджело, наверное, вас не смущает, если вы смотрите на Давида с его причинными местами, причем с любовью выдолбленными мастером. Вы думаете, что он так это оставил в виде камня? Не, он тоже это выдалбливал, отшлифовывал. Представляете, как он шлифовал, наверное? Слюни текли, наверное, да? То есть похоть испытывал. Друзья, не забудьте поставить лайки, подписывайтесь на канал. Ну, счастливо. Пока.